Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать на нашей сегодняшней пресс-конференции на тему «Правосудие в деле Ержана Татишева». Инициатором данной пресс-конференции выступает господин Еркин Татишев, он наш сегодняшний спикер, так же, как и еще один наш гость, господин Луи Фри, бывший глава ФБР США, а также основатель компании Freeh, Sporkin и Sullivan. И первое слово я бы хотела передать, Еркин, пожалуйста, вам. Включено же, да? Доброе утро. Спасибо, что пришли в такой день. Да, было такое непростое лето, честно говоря, для меня. Надеюсь, у вас было хорошее лето. И, конечно, в первую очередь я хотел выразить слова благодарности Луи Фри, что он, незамедлительно услышав такие новости, предложил, что я прилечу и, если надо, выступлю в суде или объясню свою позицию. И, конечно, большое спасибо, что вы пришли сегодня. Я бы хотел отдельно сказать спасибо тысячам, десяткам тысяч людей в Казахстане, которые, когда мы выпустили социальный, когда я выпустил свой ролик обращения к президенту открытое, то очень большая реакция была мне лично, моей семье, поэтому это очень приятно. Спасибо за поддержку. Теперь, переходя к фабуле дела. Сегодня Алматинский городской суд, областной, будет пересматривать решение городской инстанции о выходе на условно-досрочное освобождение убийцы моего брата. В чью пользу будет решение, мы не знаем, но мы расскажем то, что у нас факты, которые мы знаем. Сегодня мы просто делимся фактами. Первое – это то, что прошение об условно-досрочном освобождении, в решении на это прошение были очень грубые нарушения. Я хочу зачитать, что согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан наказание применяется для восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых правонарушений. В нашем случае, понятно, нет восстановления социальной справедливости, но и исправление осужденного Токмади не наступило. Сейчас очень однозначно и очевидно, что в результате очень долгого расследования, может быть, одно из долгих расследований в Казахстане в истории, 14 лет, было доказано, что Токмади умышленно лишил жизни моего брата, при этом состоясь с ним в приятельских отношениях, и сделал это корыстно, ради денег. 14 лет он и его сообщники препятствовал этому расследованию, выдавая случившееся 20 лет назад за несчастный случай. В декабре этого года будет 20 лет. В материалах следствия есть все его показания, и там у него 7 версий разных, как это случилось, и он каждый раз это менял. Это такой бесконечный процесс обмана и лжи. Именно для того, чтобы в свое время, это было очень важно для меня и моей семьи, я хотел для себя убедиться, чтобы правосудие было однозначным. Из-за этого я пригласил таких экспертов во главе с Луи Фри, бывшим директором США, директором ФБР США, с его группой опытных сотрудников, разобраться в этом деле, понять и сказать мне честно, что же случилось. И вывод был однозначен. Токмади убийца и убийца с корыстными целями. Теперь об условно-досрочном освобождении. Несмотря на доказанность вины и международными экспертами, и казахскими экспертами, и свое признание в суде, все эти годы убийца пытается сказать, что это не он. Теперь, когда случился кантар и часть следственных органов была дискредитирована, он, пытаясь воспользоваться этим, пытается еще больше дискредитировать следствие, он начал целую кампанию. Из колонии дает интервью, еще что-то, что он невиновен, и не признает вины до сих пор. А в прошении об УДО, в ходатайстве, это черным по белому написано, вы можете это посмотреть в делах суда, он пишет, что он невиновен, что он был оклеветан и прочее, прочее. А в решении суда, который вынес, он пишется, что подсудимый раскаялся, признал свою вину, сделал все необходимые выводы. То есть в ходатайстве сам подсудимый пишет одно, в решении суда написано другое. Конечно, очень важно, что при этом семья, я не знал ни про первое, ни про второе дело, и никто из членов нашей семьи, что оно уже летом происходило, в июле началось, была только в курсе, это все документы у нас есть, у нашего адвоката, что только была в курсе прокуратура и только подсудимого его адвокат. И при этом 2 раза дело, оказывается, летом переносилось по просьбе их адвоката.
И семья вообще не в курсе. Я это узнал перед тем, как в субботу он должен был выйти, а в пятницу информация поступила, и она стала в средствах массовой информации. То есть, и мы знаем, да, у нас последние есть кейсы по раскаянию, да, там, включая, да, кейс от Ибалды, там. Я не хочу это комментировать, но как минимум есть раскаяние, есть восстановление ущерба, есть восстановление какой-то социальной справедливости. Здесь этого ничего нет в кейсе Токмади. Но еще то, что, наверное, многие не знают, что 8 марта 2018 года он пытался бежать. Его отвозили на медицинское обследование в госпиталь, и он просто воспользовался ошибкой охраны и убежал. По-моему, сутки двое его искала, система правоохранительных органов, милиция, КМБ, и тогда его схватили. То есть он еще и беглец, чтобы вы знали. Да? Кроме того, что он убийца, лгун, вор и преступник, он еще и беглец. То есть, и несмотря на это все, то есть, хотя в решении об условно-досрочном говорится о примерном поведении осужденного, да, то есть здесь примерного поведения я в принципе не вижу, да, там, как они его это сделали. Я уже молчу, что у него было там 6 взысканий, там много чего еще есть истории, я думаю, адвокаты об этом скажут. Надо вот просто понять, что это вот 20 лет история, да, там, мучает меня, нашу семью, но при этом он получил достаточно очень мягкий срок, потому что в мире, вот Луи Фри об этом скажет, в США это сразу пожизненное, без рассуждений. В Казахстане это от 20 лет до пожизненного, мы знаем такие случаи, да. Поэтому и он, получив такой мягкий срок, и вот происходят эти вещи. Я вот хотел бы, чтобы сейчас у нас есть гость издалека, господин Фри, хотел бы передать ему несколько, чтобы он рассказал свою позицию. И просто коротко представляя его, хочу сказать, что господин Луи Фри, он 43 года стал директором ФБР, в достаточно молодом возрасте, да, работал директором ФБР при 2 президентах, был назначен Джорджем Бушем-старшим, потом работал с Биллом Клинтоном и считается одним из самых уважаемых юристов, правоохранителей в системе США. Был окружным судьей, то есть он понимает все судебные процессы, он понимает всех преступников. В его карьере есть огромные крупные дела в США, которые он раскрыл, его команда под его руководством. Он 5-й директор в истории ФБР США. И вот вчера мы с ним общались, то есть по ряду дел, и он мне рассказал историю, что, не знаю, здесь помнят, здесь, может быть, молодежь не помнит, но мое поколение помнит, это убийство следователя Фальконе и судьи Барселоны в Италии, когда мафия их убила. Вот это убийство раскрыл Луи Фри и его команда в те годы. Просто я хочу вам показать, в какой уровне человек приехал, услышав только, что такое несправедливое решение возможно и уже произошло. Поэтому сейчас я хотел передать слово Луи Фри. Спасибо, Луи Фри, что приехал. Thank you. Yes. Thank you very much, Yerkin. And ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here with you this morning. As Yerkin said, I was asked to conduct an independent investigation of this horrific murder. I would actually call it an assassination in 2004 of his brother, who was then the head of one of your most important banks, the BTA Bank. Just a little bit about my background. So I started working for the Justice Department. I was 25 years old, and I became a FBI agent. I was assigned to New York City, and my cases were organized crime cases. So from a very early age, most of my work and experience has been with large criminal organizations, which in the United States and many other places are called organized crime. When I became FBI director many years later, one of the most important things for me to do was to open FBI representative offices in our important countries, in the countries of our allies, so we could work together on complicated cases, particularly in the organized crime field. So I had met your then president, Nazarbayev, and he invited me to open up a FBI office in our embassy. Astana was actually just being constructed then.
So in our embassy there, we have an FBI liaison officer whose job is to work jointly and cooperatively with counterparts in the police services as well as the security services. And the reason I make that point is because the nature of organized crime is very complicated. Organized crime organizations engage in transnational criminal activities, which means they don't respect borders, they don't confine their activities to one jurisdiction. They operate on a global basis, whether they're raising heroin in Asia and refining it in Europe and selling it as heroin on the streets of New York City, or smuggling or moving human trafficking, or all of the things that they do with respect to financial crimes. It's a very powerful organization and requires cooperation between law enforcement. So for many years, while I was still director, but even when I left, I was very proud of the FBI relationship with the law enforcement authorities here in Kazakhstan. Many of your officers have come to Quantico, to our training academy. Many of our agents have come here on temporary and longer assignments to work together. And that's the background that I wanted to give you. The court hearing that Yerkin referred to today is very, very important. It's important to me as someone who was an independent investigator in the case, also someone who was with the FBI and someone who was a judge. So I understand how important it is that these cases are looked at fairly and promptly by the judicial authorities. The nature of organized crime, as I mentioned, requires the cooperation and commitment of police, prosecutors, and judges. Very, very important because the aspects of organized crime that are most critical are the victimization of people. And in this particular case, I don't call it a murder, I don't call it a homicide, I call it an assassination, but we would refer to it in the United States as what we call a RICO murder. So a RICO murder is a very high level of criminal homicide. It means that the murder was committed with a racketeering purpose, that the motive of the murder was to promote a racketeering enterprise. That's where the term RICO comes from, racketeering organization. In this particular case, the murder of Ержан Татишев was premeditated. It was not a murder that happened with short planning or without a lot of consideration. But the purpose was to remove him from the leadership of the BTA Bank. And as you know, a few months later, Ablazov took over the control of the bank. And during the period that he was there, at least $6 billion was stolen by him and his co-conspirators. And that's the classic model for organized crime. Threatening people, if the threats don't work, a homicide, and then the taking over of the enterprise, whether it be a labor union, a company, or in this case, a very important bank. I have put forth in the affidavit that was filed with the court, all of the details that come from our investigation. So you all have a copy of that translated for you, and it's my hope that the judges consider this, and if they have any questions that they ask me. I volunteered to speak to the prosecutors, to the minister. I don't know the current minister here, but I knew the predecessors. Or if the court wanted to examine me, I'm happy to be available and testify under oath. The government prosecutors, of course, could examine me. I've offered to meet with them and brief them. The reason it's so important is that the hearing today is a part of what we call protecting and enhancing the rule of law. So lawyers and judges and prosecutors, when you ask them what they do, sometimes they say, my mission is to ensure
the protection of the rule of law, which means that everybody has to be treated the same. Nobody gets any special favors. And in this case, the idea that someone serves a little more than half of a 10.5-year sentence for a RICO murder is somewhat shocking from the system where I come. As Yerkin mentioned, a 10-year sentence is more normally related to financial theft or fraud. For a RICO murder, it is, as I said, the highest, most dangerous form of murder, because the murder is not to just take a human life, which is sacred, and which in this case has impacted a family with enormous suffering and pain over 20 years. But the purpose is to kill someone to advance the goals and the power of a criminal organization. And that's what makes RICO murder exceptionally dangerous and something that needs to be vigorously investigated. And when people are found by the court to have violated the law, a serious sentence should be imposed to prevent the organization from continuing its operation. If you see my affidavit, you'll note a few facts in there which, again, are very relevant to how an organized crime group operates. So I give you one, for instance. After the shooting, which took place in a Land Rover car, Tokmadi was the rear passenger, the only rear passenger. Yerkin's brother was in the front seat with one other individual. So when the shooting occurred, Ержан was shot in the back of the head at close range with a 12-gauge Sauer shotgun, which is a very powerful weapon. And the forensic examination done both by the Kazakh police and then independently by our group, which were former FBI agents, ballistics and forensic experts, was that that shot could only have come from the rear seat. And the only person in the rear seat was Tokmadi. But the point I wanted to make is, as the investigation continued in 2005, Tokmadi's lawyer made a very unusual motion to the court. The motion was to re-examine the shotgun, to re-examine the mechanism of the shotgun. And you would wonder, with a forensic report from a very respected Kazakh police official, why would you want a second report? So a second report is done, and very oddly, at least in my experience, the report says, uh-oh, this is a gun that could have accidentally discharged. Perhaps when it was bumped or jarred, it accidentally discharged. The first expert said, absolutely not. The gun was in perfect working order. I checked the mechanism. It was working efficiently. The only way it would discharge is someone manually took off the safety on the weapon. Another witness who maintained the weapon, who was a firearms expert, said it was in perfect working order when he delivered it that day to Yerkin's brother for the hunting trip. So again, you can all be detectives and you're reporters, so you're naturally detectives anyway. Why would you make a motion in the middle of the investigation after the forensic report unless you thought that the report was now going to say that the weapon could discharge accidentally? And that's exactly what the second report did, completely contradicting the first expert, but also giving Tokmadi a defense, which he used when he tried to explain it to the police. So we examined the reports and did an independent assessment of the weapon. This is in 2017. And it turns out that an expert here in Almaty at the institute that studies mechanics and ballistics also did a report. This is now the third report. And what did that say? It said someone with very good knowledge of the weapon filed down two of the holding pins
in the trigger mechanism, which made it then susceptible to being discharged with an accident or an impact. And that's, of course, consistent with the second report that said, wait a minute, it could have discharged accidentally. The reason that's an important fact in our report, and why I spent a few minutes on it, is that it's classical organized crime. So organized crime, when one of the members is arrested, they don't abandon the member, they don't move on. The reason they don't abandon him is they don't want him to become a witness against the organization. It's self-preservation. So what they do is they try to use influence and corruption and bribery to divert the evidence, to suborn perjury, and to create a defense where the facts don't have a defense. And that's what happened here. Tokmadi later admitted that he paid $20,000 to the first expert who gave the report that was favorable to him. He also admitted that he got $4 million from Blizov. Blizov is the head of the organization, so he would be the equivalent of the mafia boss who's running the organization. Tokmadi got $2 million before the murder and $2 million after he killed Ержan. Again, that's classic organized crime. They don't operate pro bono. They don't operate at a principle. They operate for murder. And Tokmadi also said in 2018 that the purpose of the killing was so Blizov could take over the bank. And we know that in the takeover of the bank, in the period that Blizov was there, who, by the way, was convicted of murder in absentia, he's still now a fugitive. And I actually hope that as a result of the new focus by the court today, Kazakhstan redoubles its efforts to find this fugitive and bring him back to justice. He is probably one of the most notorious people that you could imagine as a fugitive. He not only ran an organized crime organization, but he stole $6 billion that impacted many business and thousands of Kazakhs. And he's now at large, and he needs to be brought to justice. Back in New York in 2017, we actually presented this case to the FBI in New York City. And we both made a presentation of the evidence to the senior FBI leadership in New York City, who opened up a case, who opened up a criminal investigation, and conducted that in close conjunction with the Kazakh counterparts in the police department and the Ministry of Justice. And I was very pleased to see that, because that was the whole purpose, as I said before, of putting the organizations together and having an FBI representative here in Astana. Very complicated case because of the international connections. It was also looking back at a 2004 assassination, RICO murder. So the case was old for purposes of the statute of limitations. But the FBI was very interested, particularly because Blizov is not your ordinary crime boss. He is the he runs the criminal organization that is not only able to murder people, but to take over enterprises as large as BTA, and in this case, steal, literally steal over $6 billion. And that's part of the victimization that I mentioned before. The rule of law has to be protected, mostly because if it's not, the victims of organized crime, not just Yerkin's brother, but the BTA Bank, all the other people and companies that this criminal organization has exploited, stolen from, terrorized, and killed over the years, they can't protect themselves. They need a government, a Ministry of Justice, a police force to intervene. So we'll be happy to answer any of your questions. I didn't want to go through all the details that are written in the report, but I think if you read the report, you will come away with the idea that although this was dubbed as a hunting accident initially, it could not be anything close to that.
in any reality. It was a premeditated murder by a criminal organization to take over a bank and steal billions of dollars from your citizens and your taxpayers and your government here that had to reimburse the bank. And we hope that the court hearing is run fairly and appropriately today. And speaking for myself, I hope that the Kazakh authorities and the government, your president is very committed to fighting crime and terrorism, that it redouble its efforts to bring Blizov back to justice, who's the leader of the organization. Thank you. Thank you, Луи. Я сейчас чуть-чуть добавлю, чтобы вот так как истории 20 лет в этом году, в декабре уже, я хочу, конечно, об истории вы можете задать позже вопросы, я могу больше деталей рассказать отдельно журналистам, и обязательно я это сделаю, но сейчас как раз господин Луи Фри показал, да, там, как работа была судмедэкспертом. Потом судмедэксперт во всем признался, признал взятку, да, был осужден. Но осужден условно, потому что сроки давности прошли за такие преступления, за вот это, да, то, что они подточили ружье, да, и это сделали специально между первым и вторым судебно-медицинской экспертизой, и специально ее сделали, то есть нарисовали все это. Я просто хочу сказать, что это не просто было сделано там Аблязовым и Токмади, да, то есть там и генерал Дудбаев, в то время председатель Национального комитета, был основным организатором слежки, которая велась 1,5 года. Чтобы вы знали. И просто многие не знают историю, да, есть еще история 2002 года, когда была первая, тогда это назвали рэкеттерская атака на моего брата, когда там избивали его охранников, посылали разные месседжи, требовали $2 миллиона, пытались сжечь его машину коктейлем Молотова. Это был 2002 год. Но на самом-то деле это был, и как мы пришли к этому убийству. На самом деле, когда потом органы национальной безопасности расследовали именно вот эту попытку 2002 года, за которую был осужден всего лишь один парень, по тем временам, там позже я расскажу детали, он все взял на себя, что он все это делал в одиночестве, и там лично хотел взять деньги с Ержана Татишева, да. А потом оказалось, что эта группа, там, это была банда Габдулла Сабралиева под кличкой «Американцы», это было больше 12 человек, которыми над ними стоял как мозг Лев Нахманович, печально известный в этой стране, да, там, который общался близко с Рахатом Алиевым, с Нартаем Дудбаевым, они были друзья, и который всегда работал на вот такие вот органы в то время национальной безопасности, да, по всем черным ихним делам. Там, у него очень много грехов. И это было, и тогда Лев Нахманович тоже был задержан в первые дни этого расследования. Это расследование сделалось под руководством Василия Васильевича Симачева, тогда первого замминистра МВД. Так что это открытая история, это Южный Рубоп открыл. А потом, как бы, получается, органы под руководством Дудбаева, они замяли это дело, выставили одного из осужденных как причину и закрыли. Но вот когда то дело расследовалось, и оно расследовалось до убийства моего брата, и вот это было как... И мы поняли, что это была попытка на убийство, потому что в то время эта банда подготовила 2 места для Лешки, откуда мог быть застрелен мой брат. Одно из них это было в ЦСКА, на теннисных полях, где он играл в теннис. И там было 25 метров, они сделали Лешку. И специально для этого органы и банда организовала то, что им нужен был надежный киллер, который не дрогнет рука у которого. И они нашли такого... Сейчас фамилию я его сейчас проверю в своих записях, да, то есть Адиль Автоматчик была кличка такая, то есть он такой был в семейной банде и сидел за убийство 14 лет, ему был срок, и он сидел в тюрьме. И они организовали его перевозку от одной колонии в другую, и он исчез по дороге с этой колонией, то есть и никто его не искал. И он оказался в этой банде и ждал своего момента для стрельбы. Но так как вот это расследование в то время успешно сразу поймали первого, второго, и они тогда распустили эту идею. То есть, но идея убийства пришла в 2002 году. И когда следствие, и я в том числе, увидел это, мы поняли, что следующее убийство на охоте через 2 года не было случайностью. Я об этом написал президенту в то время Назарбаеву, я написал главе его администрации Адильбеку Жаксыбекову, я написал генеральному прокурору Аслату Даулбаеву, я написал председателю КМБ. Честно говоря, в то время
сейчас не могу вспомнить, да. И, то есть все эти письма я им направил, сказал, что вот по первому делу мы нашли попытку на убийство, прошу расследовать второе дело. Но эти письма встали по какой-либо причине. То есть, причина вы догадываетесь, кто-то препятствовал, то есть все это замерзло до определенного времени, и в 2017 году это в итоге прорвало. И что я этим хочу сказать, да, вот только что Луи Фри рассказал, да, к чему привело это убийство. Это не было убийство там, из ненависти, это не было убийство там, из-за любви, это было убийство из-за денег, чтобы можно было возглавить банк, можно было сесть внутри банка и можно было просто украсть деньги. И потом, что случилось за убийством, был крах БТА банка, потом был крах Казкоммерцбанка. В целом банковская система обанкротилась, мы это помним, да. Государство спасало за счет денег национального фонда, десятки, там, я уже не помню цифру, больше 10 миллиардов долларов было народных денег. Это деньги, принадлежащие народу Казахстана для будущего благосостояния, были внесены, чтобы спасти систему. И вот уже больше 15 лет, допустим, казахская банковская система потеряла очень сильно репутацию на международном рынке. Они до сих пор не могут хорошо выйти. Инвесторы думают, что у инвесторов короткая память, у инвесторов длинная память. Они помнят эти банковские кейсы, и они сейчас очень, очень осторожно смотрят на Казахстан. То есть испортили нашу международную репутацию. Убили одну из лучших банковских систем бывших стран это СНГ, да, то есть мы гордились нашей финансовой системой и по праву гордились. И, конечно, остановили сильное развитие бизнеса. До сих пор корпоративный бизнес, вот бизнес, малый и средний бизнес не в том состоянии, которым мог бы быть, если бы этого убийства не случилось. И, конечно, я верю в то, что, и твердо уверен в том, что когда его убили, это открыло дорогу новым убийствам. И потом не случайно, что там через год-два в этот период, да, погибли и Заманбек Нуркадилов, и Алтынбек Сарсенбаев. Это всегда происходит, когда вы открываете дверь злу, оно заполнит все пространство. Если нет правосудия, если нет актов правосудия, то все подумают так. То есть само по себе бандитизм, убийство, это тоже может быть плохим примером. Когда люди могут, что можно убивать без наказания, можно воровать без наказания, это будет расти в арифметической геометрической прогрессии каждый день. Для этого существуют как раз органы правосудия, чтобы мы не превратились, да, там, страна, где право сильного или право убийцы. Для этого есть, я верю в правосудие. И вот вчера мы с Луи Фри долгое время обсуждали, что такое правосудие. И Луи сказал мне одну очень... Для меня это было тоже в какой-то степени открытие, хотя я уже 20 лет занимаюсь принципами правосудия, вот со всеми этими расследованиями. Мне было удивительно, он сказал, что Еркин, если нет актов правосудия, то все мы не только жертвы преступления и их семьи, но все общество, весь народ становится жертвой. То есть, если нарушен принцип преступления и наказания, то все мы жертвы. Молчаливые, немолчаливые. И поэтому, насколько важно правосудие. Насколько важно восстановление справедливости, насколько важно наказание, насколько важно, чтобы наша система, следственные органы, насколько важно, чтобы суды, все это работало честно, чтобы это работало для наказания и предупреждения новых преступлений. И вот от себя я бы хотел сказать, что я всегда буду на стороне правосудия, на стороне добра. Я верю, что добро победит зло. Это процесс постоянный, но я буду за это бороться там, всю мою жизнь. Мои друзья, моя семья меня в этом поддерживают. И тоже мы стоим вместе большой-большой командой, большими. И все, тысячи, много людей в Казахстане прислали сообщения, сказали, мы с тобой, мы вместе. Дали очень много интересной информации. И я понимаю, что это вот, что все мы вместе, вот сегодня вы журналисты с нами, те люди, которые сейчас это услышат, да, эти обращения, что на самом деле все вместе мы можем победить зло. Даже такое, как Луи Фри рассказал, что это организованное, самые сложные преступления считаются, потому что они планируются за годы вперед. Внедряются люди, прослушка, там, наружка,
создается негативная обстановка. То есть это организованная преступность, да, то есть и организована она же в этом случае была достаточно очень, скажем, людьми, которые имеют опыт, да, в том числе генерал КНБ, да, то есть это, притом это советская школа КГБ, поэтому они весьма знающие люди, как совершать преступления и не быть пойманными. То есть они обо всем этом думают, пользуются всеми своими рычагами и влиянием. Но даже несмотря на вот таких преступления, даже несмотря на то, что существует масса таких людей, у них есть там, я верю, что это происходит, потому что этот кейс мне это доказал. В то время, я помню, когда случай признали несчастным случаем на охоте, Токмади получил 1 год и был сразу помилован, потому что вышло сразу там 25-летие чего-то независимости Казахстана, что, по-моему, какой-то такой повод, и все легкие сроки были амнистированы, и он вышел и гулял здесь, смеялся, ходил, ну и там все остальные, кто участвовал в этом преступлении. И я знал, что справедливость придет. Терпеливо мы думали, собирали информацию, искали сторонников. И 13-14 лет позже справедливость все равно пришла. Преступники были наказаны. Да, кто-то убежал, еще к нему справедливость не пришла. Но она придет и к нему. Но в целом все преступники, включая там всех экспертов, кто прямо, косвенно, куча других людей, сотрудников КМБ, там, глава департамента технической поддержки, он организовывал слежку за Ержаном, прослушку телефонов, домашних, рабочих, сотовых телефонов, всех в окружении, там, охраны, все, они все слушали, это была целая сеть. Да, и все эти люди были осуждены, все эти люди признались. Там, включая секретаря Дудбаева, да, там, который рассказывал, как это происходило, обмен, там, как там их отношения с Аблязовым были. Там, это все есть в деле, и я вам позже это все расскажу в деталях, но самое важное, что даже через 13 лет, даже такие хитроумные преступления все равно раскрываются, все равно люди понесут. Я бы хотел вот понять, если даже сейчас кто-то делает нелегальные решения, делает какие-то неправосудные правосудия, ну, будьте уверены, что правосудие к вам придет к вам домой. Я в это верю. Это будет год, 5 лет, 10 лет. Все равно за преступления люди ответят. Особенно преступления, которые связаны с кровью, с убийством человека. Потому что почему убийство – это самое страшное преступление? Потому что человека не вернуть. Деньги как-то можно вернуть, еще что-то восстановить, еще что-то там. Но вот человека вы никогда не вернете в жизнь. И этим вы лишили всех его близких, друзей и народ Казахстана, одних своих лучших людей. Поэтому, если мы не хотим терять своих лучших людей, если мы хотим жить в обществе, где у меня 5 детей, в моей школе учатся 600 детей, я хочу, чтобы они жили в обществе, где был честный, справедливый суд, честные следственные органы, которые наказывают всех преступников, вне зависимости от уровня власти, денег и любого другого влияния. И ради этого я готов работать. Где-то в следующей неделе я расскажу, что у меня, какие есть планы личные в этом плане, да, как помочь казахскому правосудию, как со своей стороны, как предприниматель, что я могу организовать. Да, у меня есть хорошие идеи, у моих друзей есть хорошие идеи, я думаю, что мы в этом плане. Но здесь я бы хотел сказать вот всем нам, обществу, народу Казахстана, что давайте объединимся. Это зло, оно рядом с нами. Это зло, оно ходит вокруг нас. Поэтому каждый кейс, каждый случай, да, каждый такой вот случай незаконного или неправосудного, или что-то там, когда преступление происходит без наказания, он обязательно должен быть поднят. Мы обязательно должны говорить об этом. Мы обязательно должны бороться за правду. Потому что когда за правду борешься, она пробивает свою дорогу, а дальше она уже делает свое дело. В самых разных формах. Поэтому в это я вот свято верю. Верю, что добро победит зло. И верю все равно в будущее Казахстана, несмотря на то, что вот суд первой инстанции принял очень странное решение. Но я верю, что это все можно изменить. И мы можем построить действительно честный, справедливый Казахстан. Спасибо. Спасибо и теперь, большое. Да, если у вас есть вопросы, да, мы... Да, пожалуйста, первый вопрос можно вот Вадиму Николаевичу передайте микрофон. Спасибо. И следующий вопрос, вот Зангер. Время, да, пожалуйста. Можно один вопрос Луису Фри, один Еркину Татишеву. Вопрос господину Фри. Мистер Фри, сегодня часто звучало слово» но когда вы приступили к расследованию,
прошло уже 16 лет с тех пор, как вы покинули пост директора Федерального бюро расследований. И в это время были частным лицом, владельцем компании Freeh, Sporkin и Sullivan. Я понимаю, что это бюро расследований. И к вам, как я понимаю, обратился Еркин Татишев. И вы же сказали, что в этом расследовании участвовали бывшие сотрудники ФБР. Так скажите, пожалуйста, ФБР как государственный орган США, либо действующие сотрудники ФБР участвовали в этом расследовании или нет? Спасибо. Yes, thank you. So the FBI opened up a criminal investigation on this exact case in approximately 2017, 2018. So under U.S. laws, it was a very late start for that investigation because, as you do, we have what we call statutes of limitations, which means a crime can only be prosecuted within a certain period of time after it's committed. Also, a lot of complicated international transactions, which raises questions about the venue, in other words, whether or not a charge could be brought in the United States. But to answer your question, the FBI opened up a criminal case in 2017, 2018, and worked that case jointly with police officers from Kazakhstan, with the Ministry of the Interior. Police came to New York from Kazakhstan, FBI agents came here, and they conducted that investigation. Now, I wasn't there at the time, and I can't talk about that investigation because I don't have information about it, but they did conduct it and open it as I described. Meanwhile, in our case, the investigators that worked with me were all former FBI agents. They were former retired FBI agents, specialists in organized crime, in ballistics, financial investigators. So we weren't obviously FBI employees at that point, but we used the experience and knowledge of our past work and applied it here, and that's reflected in the report. То есть ФБР участвовало как государственный орган США в этом расследовании. Вопрос был простой. Yeah, I mean, exactly, that's what I said. The FBI opened up their own separate investigation, 2017, 2018. We weren't involved in that because we are not government employees. We did our own separate investigation, but we gave all our results to the FBI. Если я могу добавить, потому что я тоже участвовал, да, и что говорит Луи Фри, то, что по закону США, когда официальное расследование ФБР ведет, они его не открывают никому, в том числе бывшим, да, неважно, что это и бывший сотрудник или бывший глава ФБР, это закрытая тема, но они его открыли, эти все файлы есть про убийство, про все. И, конечно, есть все файлы про финансовые преступления, и особенно связанные с американскими банками, переводами в Америку. То есть все эти файлы, то есть в этом плане действующие сотрудники приезжали сюда, в Казахстан, они меня опрашивали здесь, да, то есть я давал показания прокурору, кто ввел это дело от прокуратуры Министерства юстиции США, в Америке давал показания под присягой, да, то есть все эти показания есть и в Казахстане, и в этом. То есть этот файл в США есть, и он как бы так очень хорошо сделан с точки зрения всех фактов, документации, всего. Я бы хотел чуть-чуть сказать журналистам, что все, что мы сегодня говорим, я говорю, или господин Луи Фри, это все задокументировано, это все основывается на фактах. Это не просто слова, там, да, как делают наши оппоненты, что-то кричат. Там. Это все факты долгих расследований, это есть все в документах уголовного дела. То есть это все подтверждено показаниями, кросс-показаниями, всеми необходимыми фактами. Поэтому это в этом плане и
что и сделала независимая группа. И для меня это было очень важно, услышать, кто действительно виноват. И чтобы у меня не было, чтобы моя совесть была действительно чиста с точки зрения, когда я бьюсь за свою справедливость. Поэтому в этом плане все, что мы сделали, это все честные факты. Господин Татишев, вопрос к вам. Да. 13 апреля 2018 года, когда старый Казахстан потихоньку старился, но был еще в полной силе и власти, вышло ваше интервью в издании Esquire KZ. Называлось что-то типа «Облязов попутный ветер». И вы там называли членами одной банды Облязова, Дудбаева и Мухтара Джакишева. Журналисты вас спрашивают, а вы уверены, что он знал о том, что это было убийство? Вы сказали, я точно не знаю, но он с ними общался каждый день, они были лепшими друзьями. Вот. Сегодня фамилия Джакишева не звучала. Почему? Хороший вопрос, потому что, когда я говорил версию, да, то есть сегодня мы говорим о фактах, мы говорим то, что подтверждено. Но если вы спросите меня как человека, Еркин, я не думаю, что человек, который 30 лет с ними дружил, очень близко общался, был не в курсе того, что произошло и что эти двое. То есть как-то я в это не верю. Но я не могу прямо обвинить, это будет очень нечестно, потому что фактов нет, и этого у нас как бы в деле нет. Поэтому здесь это чуть-чуть... Все, что сейчас мы говорим, это о фактах расследования, фактах уголовного дела и фактах судопроизводства. В вашей версии вы назвали человека бандитом. Какого? Джакишева. Я, честно говоря, не помню, как я его назвал. Членами одной банды. Но в любом случае, он человек, который отсидел за какие-то преступления, поэтому, наверное, он свое заплатил. Поэтому в этом плане сейчас давайте сфокусируемся на вопросе. А если хотите, отдельно, Вадим, я вам дам об этом интервью. Сегодня? Можно сегодня? Хорошо, я подойду. Спасибо. Следующий вопрос. Екатерина. Да, время, пожалуйста. У меня вопрос к Луи Фри. Как вы оцениваете работу казахстанских следователей, казахстанских экспертов? Потому что изначально же была версия о несчастном случае. Well, the work was actually very well done. So the first forensic report on the shotgun confirmed what the custodian, the private custodian of the shotgun, said to the police, which was it was in perfect working order and could not discharge unless the safety button was released. So the Kazakh police expert confirmed that, and the first report in the case confirms exactly what the private custodian said. Unfortunately, the next examination of the weapon, which, remember, was done upon motion of Tokmadi during the investigation, which I would call unusual. Generally, if you have a scientific report, you don't challenge it and do your own unless you have a reason to believe that you're going to get a different result. And here, not only did the second police expert give a different result, he gave a completely contradictory result, saying that the weapon could discharge accidentally. And then we had an expert look at it, and there was a third expert from the university here who said the gun was altered, was physically altered by someone with knowledge of the Sauer shotgun mechanism after the shooting, after Yerkin was killed. And it was altered in a way that would now allow the weapon to discharge if it hit something, as opposed to pulling the trigger. So you're all journalists, you would ask the question, how did Tokmadi know that there was going to be a different report and a different result unless he was part of a conspiracy to not just tamper with the evidence, but alter it and obstruct justice? So to answer your question, unfortunately, the examiner who made that report was not making an honest report, and Tokmadi confirmed that later when he said he paid $20,000 for the new report that was favorable to him. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, коллеги. Сұрақтарыңыз тағы болса, құрметті әріптестер, коллеги, будут ли вопросы?
Я бы вот хотел отдельно выразить, это была первая следственная группа, которая сделала не очень хорошую работу, но та группа, которая в 2017 году работала, все равно. И это дало мне тоже очень хорошую такую историю с точки зрения, что мы считаем всю систему мажем одним цветом, что как бы там, но на самом деле там есть честные сотрудники, умные сотрудники, которые могут раскрывать преступления. Через многие годы, вы не представляете, как это было сложно. 14 лет. Многие вещи пропали, многие вещдоки пропали, многие это. И все это восстановить крупица за крупицей. Огромная работа тех следователей и тех оперативных работников. За это я им благодарен. Это была титаническая работа. И по первому делу покушения 2002 года, и второе дело убийства 2004. В этом плане, слава Богу, что в Казахстане есть честные оперативники, и они умеют работать. Самое главное, и сотрудники официального ФБР, действующие, и бывшие все сотрудники, и господин Луи Фри сказал: о, у вас хорошие профессионалы есть, я очень рад работать с ними, то есть, потому что он увидел их уровень мышления, решений, работы. И, то есть это внушает большую надежду, что у нас есть честные следственные органы, которые могут раскрывать даже сложные многолетние преступления. Спасибо. И Пожалуйста. не бояться этого делать. Еще очень важно это. Здравствуйте, Максим Елизаров, издание «Экс-главы». Сегодня несколько раз прозвучало, что Токмади, по вашему мнению, получил слишком маленький срок. У меня, соответственно, вопрос: как вы считаете, почему ему дали именно такой маленький срок? Это же как в то время, то есть он признался и готов был идти на все признание, и как бы, и, конечно, то есть в этом плане, то есть я думаю, что я не могу сказать, я не был следственный, я не мог участвовать по закону и, в принципе, не мог воздействовать на вот это решение. Это было решение суда и, понятно, там, прокуратуры и следствия. Поэтому в этом плане, но я думаю, что это было в то время ихнее, как бы, или решение, или его признание, да, потому что в то время он в суде, это есть, это процесс освещала газета «Время», да, это есть видео, что он все признал и честно сказал, как он это делал, как деньги получал, как убивал, как он втирался в доверие, да, там есть дневник его, если вам интересно, я потом расскажу, где в дневнике он описывал планы, как втереться в доверие к Татишеву, о чем говорить, следующую встречу, через одну, как с ним поехать на охоту, пригласить на охоту. Это целый план. Его личный, такой же план у Дудбаева, там, скорее всего, где-то был, но его так, конечно, не нашли, но в смысле, я имею в виду, все это очень многократно запланированные действия, которые велись на протяжении, там, 1,5 лет и пришли к своему логическому концу. Это такой, как бы, да, это была охота на моего брата. Со всех сторон его обложили в этом плане, и как бы они сделали свое грязное дело, и потом они сделали это грязное, и это грязное дело до сих пор аукается всему Казахстану, нашей семье. Но я думаю, что жертвами стали действительно все, в той прямо или косвенно. Так что в этом плане я не могу знать почему, но он во всем признался, и суд посчитал это достаточным, чтобы и это 10,5 лет, хотя, конечно, я был возмущен, то есть для нас это приговор был в любом случае мягкий, даже если ты признался, потому что фактически тебе грозило пожизненное, то есть, да, и ты там должен был хотя бы там 20 лет отсидеть, что ли, чтобы хоть что-то понять в этой жизни. Но самое удивительное, даже сейчас прошло, там сколько, 6-7 лет он сидит, он ничего не понял, он не раскаялся. То есть это ужасные вещи. То есть он еще создает какую-то компанию вместе с женой, пытается себя обелить. Но это просто даже, у казахов есть такое выражение «яд сыздар», да, бессовестные. Это люди вообще без чести, без совести во всех смыслах. Это, мне даже говорить о них очень неприятно. Да, он судимый, он был судимый, он был известный в 90-х годах, там про него есть масса репортов полиции, если вы поднимете, есть масса свидетелей того времени, да, то есть у него руки по локоть в крови, и поэтому он был выбран, и поэтому как бы, и когда Луи Фри говорил об убийстве с близкого расстояния, если вы хотите, я потом поделюсь фактами, но он с 5 сантиметров застрелил. То есть он поднес к голове, и почему это было доказано, он просто поднес к голове в момент гонки и выстрелил прямо в затылок в 5 сантиметрах с картечи. Ну, чтобы просто понимали, да, это не так, что это он сделал очень, нашел момент, который долго ждал. Возможно, было бы там, когда бы это произошло, предыдущая охота, следующая, но он ждал момента. И этот момент нашел, как раз Ержан сел за руль, потому что в тот момент его, с ним, который был телохранитель, плохо вел машину.
И Ержан сам очень хороший, классный водитель. Он пересел за руль, сказал, я сам быстро догоню. Там, и вот он воспользовался. Все, теперь он, человек за рулем, сфокусирован на дороге, не смотрит вокруг. Это идеальный момент для убийства. Этот парень рядом сидит, тоже смотрит вперед. Ты сидишь сзади, ну все, и вот он выполнил то, за что ему было заплачено. Тогда скажите, пожалуйста, почему, несмотря на то, что есть все доказательства умышленного преступления, несмотря на то, что он не признает, сейчас говорит о том, что он невиновен, все такое, его, почему, по вашему мнению, его вдруг суд решил отпустить резко по УДО? Это очень хороший вопрос, который у меня он есть. И я надеюсь, я найду ответ на этот вопрос. То есть это потребует времени. Сейчас никаких предположений хотя бы у вас нет. Предположения у нас стандартные, да, то есть мы понимаем, что, возможно, речь идет о какой-то форме коррупции, влияния, какого-то служебного положения. Я не знаю, то есть это понятно, что это не так, чтобы из милосердия, что наш суд из гуманного отношения к человеку вдруг решил, да, при этом он был 2 раза отказано им было в УДО, он пытался выйти еще раньше. То есть и у нас, в принципе, система не отпускает преступников такого, когда убийство высокой степени, да, опасности и организованной. У нас даже там случайные ДТП редко отпускают. То есть, да, а здесь вдруг проявили такое милосердие. Для меня это большой вопрос, но я знаю, что ответ на него я найду и надеюсь в один день поделиться, возможно, как бы со средствами массовой информации. Но пока никаких предположений к тому, кто к этому причастен. Ну, идея есть, нету. Пока говорить не могу, я же только вернулся, я буду собирать информацию, разговаривать с людьми. Я попросил о встрече у президента, да, то есть, надеюсь, как-нибудь она случится, и где я могу рассказать всю историю семьи, историю этого убийства. Потому что, на самом деле, многие люди не знают, да, они так понаслышке, ну, где-то по верхам знают, но когда ты погружаешься в детали, как это было сделано, сколько людей там участвовало, как это все спланировано, сколько денег потрачено, вас она впечатлит. Это серьезное, одно из таких очень страшных преступлений в Казахстане, серьезно подготовлено. Это не зря в нем участвовали сотрудники национальной безопасности. Не только просто бандиты, а и, да, то есть, бандиты это просто инструмент. Да. Yeah. So just one point I would add to that. In answer to your question, the 10.5-year sentence to me is very surprising, just based on my experience as a judge, based on my experience as someone that has dealt with organized crime. But I can't really conceive of a more vicious, serious, organized RICO murder than this one. Remember that it was Ablizov who gave the instructions to Tokmadi to kill him and make it look like a hunting accident. So there was a lot of thought and planning put into this. However, leaving the sentence of 10.5 years aside, I can't imagine any reason or any justification for releasing him after he served only 3/5 of that sentence. Also, the claim and the allegation of corruption, that's not a suspicion. We're not just thinking that corruption happened. We know that corruption happened. We know that Tokmadi bribed a government official, paid them $20,000 to obstruct justice, to alter the shotgun to make it look like his defense was credible when it was just a lie. So corruption here is not some imagination or not some possibility. It in fact happened, and Tokmadi is the one who bribed and corrupted the system. So the idea of releasing him early is almost a validation of that conduct. And also remember, Ablizov is still at large. He's still running his organization as far as we know. So to release one of his top henchmen, in fact, a murderer, a killer for the organization, to release him early so he can rejoin the organization, possibly, it just sends the wrong message, and it's almost like you're strengthening this organized crime group when we should be trying to dismantle it and destroy it so there are no more victims, particularly murder victims. Да, я бы хотел сказать еще, что вот Луи Фри сказал, какой-то месседж шлет действительно вот это решение суда. То решение, когда Ержана убили и там, это сделали несчастным, это был очень страшный месседж обществу.
И плохие люди его восприняли, сделали очень много плохого, да. Своровали, убили еще других. И много-много преступлений случилось за эти 20 лет. Я не говорю, что они все прямо связаны с убийством Ержана, но это было как такое очень серьезное открытие, триггер, да. Как будто трубу открыли, и вся грязь полилась из трубы и разрешение на нее. Но теперь вот это решение суда, для меня это тоже будет месседж, куда мы идем. То есть, и вот для меня как предпринимателя Казахстана, как сына казахского народа, патриота, да, здесь работающего, отца детей, как многие из вас тоже, это месседж, куда мы идем. Мы идем, где общество, где будут отпускать по каким-либо причинам убийц, участвующих в организованных убийцах, и они будут ходить и планировать новые преступления. Здесь даже я не сомневаюсь, да, там, не исправить его, раз он не исправился. И понятно, что люди повторяют то, что они делали, и будут в той или иной форме это повторять. Или мы идем действительно в общество, где... Я думаю, что для меня это будет интересный месседж от суда, от системы, куда мы идем, в какое будущее идем, в какое будущее идут наши дети, какое будущее. И это знак в том числе для инвесторов, как казахских, как предпринимателей. Стоит ли инвестировать, есть ли в этом будущее, да, в обществе, где есть справедливость, или в обществе, где нет справедливости, ее надо все время доказывать с большим шумом, с большими затратами, ресурсами. Представьте, это происходит со мной. У меня есть ресурсы, друзья, там, да, то есть я смог найти Луи Фри, там, да, и убедить его взять этот кейс. Что простой человек сделает? Без ресурсов, без друзей, да, там, не имеющий таких возможностей, которые в той или иной форме есть у меня. Что сделает простой человек? Как ему воевать с системой, с организованной преступностью, просто с бандитами? Вот мне очень интересный вопрос. И это очень серьезный месседж, который мы должны все услышать. Я поэтому очень с трепетом и с волнением жду решения суда сегодня в 4 часа в городе Конаев. Какой же месседж пошлют обществу? Потому что какие бы слова мы ни говорили друг другу, вы же знаете, да, там, ваши действия – самая лучшая вещь для того, чтобы судить человека. Он может говорить что угодно, там, но ты видишь, что он преступник, потому что все его деяния преступные. Ты понимаешь, он преступник. Поэтому в этом плане я хочу бы увидеть действия, которые системы судебные, чтобы понять, что она нам обещает, какие месседжи она шлет всем нам, всему обществу, и, конечно, и мне, и всем другим предпринимателям Казахстана, и просто неравнодушным людям, которые не хотят, чтобы в этой стране происходило зло. Конечно, в той или иной форме оно все равно будет происходить, натура жизни такая. Но если оно происходит и оно наказывается, и мы знаем, что это есть органы, есть суды, есть все это работает, ты чувствуешь себя спокойно, ты хочешь жить, ты хочешь выращивать детей, строить бизнесы, встречать новый день. У меня вопрос. Добрый день, меня зовут Галина Рышкина. У меня вопрос к господину Фри. Господин Фри, вы сегодня несколько раз проговорили, что Мухтар Аблязов, да, он участник ОПГ. Вот. Но вы наверняка знаете, что он сам считает себя политическим диссидентом. Вот. И в том числе по этой причине правосудие в его отношении, ну, скажем так, дискредитировано. Как много вы знаете случаев, может быть, из своей практики, когда преступники прикрываются, ну, такой политической деятельностью? И что в этом случае делать казахстанской власти? Спасибо. Well, career and practiced criminals, spend a lot of their time figuring out how they're going to avoid being held accountable or how they're going to avoid coming to justice. Ablazov was convicted. He was convicted here in your country in a court for the most serious crimes. If he has a defense or if there was a miscarriage of justice, of course, he should come back here and present himself and make those arguments. The fact that he's been an international fugitive for so many years confirms, at least in the experience of courts and prosecutors and lawyers, that he is afraid to come back and afraid to face justice. But more importantly than what he's thinking, we have the facts in this case. Tokmadi puts Ablazov at the head of this organization. He took the murder contract, the order to kill Ержан, from Ablazov. It wasn't a mistake. It wasn't indirect. He gave him a direct order to kill him, and he said, make it look like a hunting accident. So that's somebody who's thought about
the murder in great detail. More importantly, we know why he murdered him, so he could take over the bank and steal $6 billion from the bank and from Kazakhstan. So I'd love to hear his defense. I'm sure all the reporters would like to ask him some questions. But if he has a defense, he should come back here and not remain a fugitive from justice. Я добавлю, Галина, к вашему вопросу. Он признан, во-первых, Верховным судом Англии, да, High Court of Anglia, в коммерческом суде признан в воровстве и мошенничестве, да, что эти деньги это было признано, это решение лежит в открытом доступе. Об этом много писали казахские СМИ, иностранные СМИ, Financial Times писал. Он признан уклоняющимся от правосудия в Англии, и ему дали 3 года, по-моему, или что-то такое, цифра, да, то есть за то, что и он убежал от Англии, и они отозвали у него политическое убежище, на всякий случай. Я вам просто предупреждаю, что Англия забрала свое. Этот asylum, по-моему, во Франции то же самое, то есть, да, у него нет asylum как политического, то есть он пытался сыграть эту карту когда-то, и потом он просто стал преступником, который использует там, международную там, систему, сложную систему отношений, там, адвокатов, да, там, огромные деньги платил им, мы это все истории знаем, и ФБР это знает, и Луи Фри это знает, да, то есть он платит огромные деньги, там, куча, это чтобы просто там как-то выживать. Но де-факто это совсем не человек, который... То есть это всего лишь Филькина грамота, которой он прикрывается, да, и пытается там обвинять во всем. То есть де-факто это обычный глава организованной преступности, вор, убийца, да, и там обычный преступник. Ничего там нет такого. И в этом его преступлении это просто жажда наживы, жажда денег, там, да, там. Что он хотел с этими деньгами сделать в Казахстане, я не знаю, но, наверное, ничего хорошего, да, то есть там. Ну и потом он просто убежал там. И его преступления сейчас доказаны в судах США, коммерческие преступления, сколько он своровал, пытался там прятать деньги. То есть вы эти все кейсы знаете, мне не нужно об этом рассказывать. Там, Спасибо. В судах Украины, там, ну, там, Россию я молчу, то есть да, и в судах Казахстана это все доказано, еще признаниями всех его, скажем там, людей, которые помогли делать экономические преступления. Все эти признания есть. Многие из них вернулись в Казахстан, многие из них рассказали все. Эти все признания есть. Он их всех еще и кинул. Они много лет прятались там, потом он их просто бросил, и они вернулись, потому что у них не было средств к существованию, и не было возможности даже как-то жить. Они вернулись, и все дали показания. Поэтому это вообще даже не обсуждается. Поэтому любое вот это политическое прикрытие, это настолько выглядит смешно от обычного преступника. Такой. Но преступника, который сделал очень грязную вещь. Спасибо. Коллеги, если вопросов нет... Орда, да, пожалуйста, ваш вопрос, наверное, завершающий уже, пожалуйста. Игорь Улитин, Орда КЗ. Жена Токмади, когда прошла информация, что он может выйти по УДО, сказала, что сторона потерпевших, ну, то есть, получается, ваша семья, подписала процессуальное соглашение, в котором, как она говорит, что было сказано, что потенциально вы даете, так сказать, добро на потенциальный выход Токмади по УДО. То есть подписывали ли вы такой документ? То есть были ли вы в курсе, что он, в принципе, может по УДО выйти? Еще раз повторяю то, что я сказал в начале. Не был. Никакого процессуального соглашения не подписывали. Мы всегда против. Здесь даже не обсуждается вопрос. Завтра это будет через полгода или когда. Мы всегда против условно-досрочного освобождения убийц. В любой форме. Это будет Токмади, это будет завтра еще какие-то убийцы. Моя принципиальная позиция – полное наказание в этом плане для тех, кто совершил самое страшное преступление. Поэтому вот та сторона лгет в каждом факте. Их очень легко поймать. В том числе они вот давали интервью Вадиму вот в Гиперборее, и там говорили, что их сторона была извещена, там они 2 раза сами перенесли. Это ложь, это легко проверяется, это можно взять в документах, увидеть, не то что с моих слов, в документах увидеть. И она лжет в онлайне, она лжет журналисту и говорит это на всю страну. Что вам еще надо доказать, да, когда человек лгет все время, он лгун. Когда человек все время меняет показания, у Токмади было 7 версий, в самом начале 7 версий убийства. То есть это патологические лгуны и обманщики. Да? Поэтому они стали убийцами и бандитами. Другие люди не становятся. Поэтому у нас родители с детства учат: эй, алдама, да, не ври. Потому что с вранья начинаются все преступления постом, когда вырастает. Поэтому мы учим детей честности. Они выросли, их, видимо, неправильно учили, их, видимо, не те книги они читали, и они вруны.
и продолжают врать. Но я думаю, что честные люди, те умные эксперты понимают, да, что то, что сам Луи Фри в его годы, Луи Фри сейчас 74 года, и слава Богу, что только услышав о том, что произошло, он сказал: Еркин, я прилечу, давай я выступлю в суде, расскажу все, как было, как это вообще происходит. Это вот реакция человека, который всю свою жизнь посвятил правосудию. И неважно, где это. Будет США, это будет Казахстан, это завтра будет в любой другой стране мира. Луи Фри, он фанат правосудия, он борется за справедливость. И вот он приехал, и он честно сидит здесь и готов все, и он дал свои показания. И это вот такая для меня очень новая вещь, это аффидавит, да, это свидетельство под присягой. То есть за эти каждое слово он несет ответственность, и он это хоть в американском суде дает, хоть в казахском суде. Это очень важная вещь, да, то есть у нас много людей привыкло говорить, но никогда не привыкло отвечать за свои слова, то есть там всякие грязные инсинуации. А человек приехал, и это человек, который всю свою жизнь посвятил правосудию. Просто я хотел бы еще раз это, чтобы каждый из нас понял. И человек, который посадил много преступников в самых разных странах мира. Ну и, конечно, большинство в США, но и он знает все эти кейсы, он хорошо понимает психологию и натуру преступления и преступников. Спасибо большое. Коллеги, если вопросов нет, мы тогда завершим нашу пресс-конференцию. Я хотела бы вас поблагодарить и поблагодарить наших уважаемых спикеров. Всем добра. Спасибо. Добро победит зло. Давайте бороться за справедливость. Thank you. Thank you, Louis. I think it was good. Бірақ мен анандай сөздерін білмеймін. Условный досрочный қазақшасы қандай болады, судебный вердикт, анандай нәрсені өзім қазақша сөз қайдам специальный сөздер ғой. Жақсы, если что, бере саламын. Я Гүлнара Башкенова